14 лет я прожил в селе, 12 из которых я занимался строительством вот таких вот грубок, ну подобных. Делал я их по выходным дням, так как работал на основной работе. И вот в 99% случаях у людей были вот именно вот такие вот грубки. То есть обычные 5-7 трехканальные печи, в большинстве случаев 5-канальные. И вот как-то ко мне обратилась бабушка и говорит, что у нее с каждым годом печка работает все хуже и хуже. Придя к ней, я увидел вот такую вот картину. По двум прочистным дверкам я примерно определил, как идут каналы. То есть если мы возьмем, отобьем горизонталь, вот мы смотрим, это у нас верх плиты, то мы прекрасно понимаем, что хайло идет ниже за эти дверки. Значит, понятно, что здесь идет горизонтальный канал. А так как не поставил печник сюда дверку для прочистки сажи, то я понял, что скорее всего причина вот именно в этом горизонтальном канале. А также само нету никакой дверки для прочистки вертикального канала, вот этого первого. Можем сделать вот так вот. Отбиваем вертикаль. Вот мы видим, это восходящий канал идет. У многих, я думаю, вот так вот сделано. И берется вот расстояние, вот это замеряется. В нашем случае 125,6. Это если разделить на 4 канала, потому что у нас остается здесь 4 канала. Ну, примерно по 31 сантиметру. У нас получилось 5 как бы равных частей. Можем визуально даже начертить. То есть это у нас 5 на выход идет. Вот тут вот идет горизонтальный канал, подъемный канал, второй. Все, вот она схема у нас понятная. То есть газы здесь идут снизу, поднимаются и вот пошло змейкой. И раньше ставили одну дверку, чтобы чистить чтобы чистить 2 канала. У бабушки, получается, печник не поставил дверку для прочистки сажи. Соответственно, я вот начал сразу разбивать вот в этом месте, делать дыру, чтобы почистить, во-первых, вертикальный канал и вот этот горизонтальный канал. Я удивился, что этот горизонтальный канал был аж до самого пола, так как в большинстве случаев делали вот тут вот под вот такой вот. Это все забутовывалось, это все было холодное место. Немножко под уклончиком делали, и вот выход с хайла, и пошло вот так вот и наверх. Когда я начал выбивать дыру, вот здесь делать отверстие, на меня посыпалась сажа. И вот так вот этот канал был вот таким образом забитый полностью сажей. Грубке этой было 30 лет, как бабушка сказала, и вот 30 лет здесь скапливалась зола и сажа. Соответственно, с каждым годом вот тут проход уменьшался, и печь работала все хуже и хуже. Я уже точно не помню, но вычистил я здесь где-то примерно 4 ведра, если не больше. Соответственно, печь начала работать идеально потом. У бабушки была вот именно вот такая вот схема печи. Как вычислить, как идут каналы, если нету вообще ни одной дверки для прочистки сажи? Ну, во-первых, можно посмотреть через кружки. Вот эти кружки убрать и посмотреть. У кого стоит большая печь, то есть стоит еще духовка за духовкой, ну то есть непонятно. Во-первых, надо определить по степени нагрева печи. То есть растопили, начинает нагреваться печь, и прощупываете рукой, где в первую очередь нагревается, и таким образом можно вычислить, как идут каналы. Либо вот как я показал, сразу мы смотрим, отталкиваемся от восходящего канала, делим опять вот это расстояние оставшееся там на 4 части. Если смотрим, что каналы очень маленькие, значит скорее всего 3 здесь канала. Если большие, то значит 7-канальная печь. Делим, значит, на 6 частей. И таким образом мы уже определяем, где идут у нас перегородки. Чтобы потом, когда надо будет почистить печь, чтобы мы не попадали при разборке на перегородку.
мы уже точно будем знать примерно, где идут перегородки, и чтобы между ними вот разбирать. Чтобы либо почистить, либо установить туда, в то место, дверки. В селе у нас в основном делали вот такие вот грубки, если они были сделаны из кирпича. То есть вот с таким сечением 19 на 19. Я потом в дальнейшем начал делать вот такие вот грубы. В этом плане, что мне не понравилось, то что 4 кусочка надо вставлять. Вот 3/4, вот. В этом случае у меня только получается 1/2. Еще я делал последний восходящий канал меньшего сечения, то есть 19 на 19. А такие грубки отлично работали, но я не делал именно вот такого плана. Мне такие грубы не нравились. В таких грубах получается первый канал горизонтальный самый горячий, соответственно вертикальный, и потом каждый из этих каналов все меньше и меньше нагревался. У кого 7 каналов, была большая вероятность того, что образовался конденсат, потому что газы, пройдя такое количество каналов, на выходе уже температура была меньше 120 градусов, соответственно образовался конденсат. Чтобы его не было, лучше сделать из 5, допустим, канальной, сделать 3-канальную. Обычно зимой ко мне обращались, у кого плохая тяга. Я вычислял, где идут вот эти перегородки. И для этого мне надо было просто вот разобрать. Вот здесь 2 кирпича убрать и вот здесь вот убрать. То это превращалось уже в многоканальную, однооборотную. Здесь газы, то есть по сути из 5-канальной я делал 3-канальную. Газы здесь, поднимаясь, опускались сразу в 3 канала. Такая схема мне очень нравилась. Почему? Потому что, во-первых, здесь горизонтальный канал нагревается хорошо, первый снизу. И здесь вот эти 3 канала прогреты одинаково. Если сделать вот тут вот еще небольшой проход, то это по сути уже превращаем в колпак, так как есть ход для холодных газов. Более холодных газов забыли, допустим, закрыть задвижку основную, и у вас подсос идет через зольную камеру, и вот более холодный воздух, он уже идет по низу, он не охлаждает вот это все. Что можно еще сделать для улучшения? Достаточно вот тут вот убрать снизу, сделать проход, ну и тут небольшой проходик. И все, это по сути мы уже превращаем в 2 колпака последовательных. Вот один колпачок, вот второй колпачок. Газы поднялись, опустились, опять здесь поднялись, нагрели вот этот колпачок и ушли. Какие могут быть еще схемы помимо вот этой? Могла быть идти вот так вот грубка, то есть выход с хайла сразу наверх, опять же змейкой и горизонтальный на выход. Либо делали вот тут вот выход. Вот таким образом, тоже наверх и пошло. Низ, как обычно, забутовывали. Но обычно я спрашиваю, греется у вас низ или не греется. В 90% случаев все забутовывали. То есть первый горизонтальный канал делали именно на уровне хайла. Это я только в нескольких случаях видел, что вот этот горизонтальный канал, вот этот делали аж до самого пола. Многие авторы также самое делают, большой такой вот канал горизонтальный. Но я не уверен, что вот этот угол нагревается. Так как газы стремятся кверху, то скорее всего они вот так вот и уходят. И вот этот угол будет холодный. Ну, я так считаю. И не уверен, что вот этот низ тоже прогревается. Я делал по-другому. Я вот здесь вот перегородочку опускал ниже, чтобы газы шли как можно ниже. И делал вот тут вот еще. Такая у меня печечка есть на YouTube. Этот ролик, я уже точно не помню, наверное, около 2 миллионов просмотров уже набрал. Газы, выходя здесь с хайла, сразу опускаются вниз. Заполняют как бы вот этот колпачок, подныривают здесь. И уже пошли по первому восходящему каналу.
дошли до вот этой стеночки и опускаются сразу в 3 канала. Кто-то мне уверял, там в комментариях писал, что газы дойдут вот до этой стеночки и опустятся по этому каналу. Они не будут опускаться по этому каналу. Ребята, это все неправда. Я таких, наверное, штук 300 сделал отопительных щитков. Все работают на ура, все четко. И вот тут вот уже уходит на выход. Но вот такая схема именно хорошо работает, если высокий дом. То есть расстояние от колосников до верха дымовой трубы там более 5-6 метров, это точно. Вот тогда работает эта схема очень хорошо. Если низковатый дом, то не очень. То есть нужна хорошая тяга, чтобы вот здесь газы сразу опускались вниз. Вот зайдя на мой канал, вот 1,9 миллионов просмотров. Тут 4-канальная печка, вот как видно 4 канала. И вот эта грубка сделана именно по такому принципу. Работает отлично, нагревается тоже хорошо. Ну а для тех людей, кто вообще не может понять, куда им, как почистить печь, если ни одной дверки вообще нету, замеряйте полностью всю ширину печи. Вот 158, грубо говоря 160 сантиметров. Делите на 5 частей. Если посчитали, что у вас слишком большие каналы, больше чем внутреннее сечение, но надо учитывать, что еще и перегородка идет почти 7 сантиметров толщиной. Если больше этого размера, то скорее всего у вас печь на 7 каналов. А вообще, если вообще все непонятно, то сделали, допустим, вот тут вот одно окошко, разобрали. Через него вы рукой можете прощупать. Ага, если этот горизонтальный канал, вы уже понимаете, что вот этот канал можете прочистить. Если тут вот уже нащупали перегородку, значит надо делать дыры где-то больше, выше. Вот тут и вот тут. И тогда можно найти, как идут каналы. Вот так вот бывает, друзья, что печники либо забывают, либо ленятся ставить дверцы для прочистки сажи. В результате заказчики страдают потом. То есть печи становятся работать все хуже и хуже. Не знают какую причину. Многие просто перекладывают уже эти печи, хотя они в принципе работали нормально. Так что случаи бывают разные. На этом у меня все, друзья. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока.